Мои приветствия всем! С вами Алена Старовойтова, проект «Ключи мастерства». И сегодня у нас очередной разговор на диване. Тема у него интересная, безусловная ценность, навеянная одним единственным комментарием в нашем телеграм-канале. Но прежде чем мы с вами перейдем к теме, давайте-ка проверим звук, что у нас и где. Я заодно посмотрю, как у нас запустилась трансляция. Ура, ВК работает. Более надежный вариант. Так, супер, Рутюб тоже подключился. Ну и на всякий случай напомню сразу, да, у нас с вами идет мультистрим, соответственно, по традиции трансляция в YouTube, Рутюбе, ВК и в двух запрещенных в России сетях, за программе, за предбуке, ну и с ссылочками в Телеграм-канале и на всех наших сайтах. Всем пламенный привет. Да, и после трансляции я обычно аудио конвертирую, выкладываю в подкасты. Кто любит Алиску, слушать там, соответственно, где-то через пару-тройку часов до Алиски добежит, и можно будет там попросить включить и прослушать. Но в Телеграм-канале мы вешаем, там есть такой плеер у нас для подкастов, прям не выходя из Телеграма, то есть повешу все это, но это будет позже. Тему сегодня нам задала девушка, точнее, та статья, которую мы выложили. Я вам уже рассказывала, по-моему, даже в субботу о том, что на курсе «Базовая самоценность» к концу курса, благодаря отчетам, отзывам участников о том, что с ними происходит, они очень подробно и детально прописывали. А на время записи курса мне это очень важно, да, чтобы видеть динамику. Родилась у меня своя система оси координат, которую мы применили, да, конкретно к пониманию своей ценности. Это оценивание к ценности. Но вообще, на самом деле, ее можно применить к любой совершенно сфере жизни. И вот вчера наконец-то вышла статья. Кто не видел, рекомендую прям прочитать. Специально не стала делать там аудиоверсию в нашей, вот этом, с голосом, да, Нира Ивана, потому что там есть наглядные схемы, которые помогают вот понять, где вы находитесь, чтобы приложить к себе. Но статья вышла, во всех социальных сетях мы повесили. Вчера были посты отдельные, значит, сегодня они вышли. На этом эту часть мы считаем закрытой. То есть вот это перемещение по квадрантам от внешнего к внутреннему, от обусловленного, да, к безусловному. И тут вдруг вчера появляется комментарий. Мне он очень понравился, но я вам говорила, я в этом последний год выступаю исследователем, многие моменты записываю того, как проявляется в жизни, вот по нескольким направлениям. Одно направление, как духовные объемные концепции превращаются под воздействием дуального мышления в нечто очень далекое от того, чем оно на самом деле является. Второе направление, которое я собираю, да, как духовный путь накладывает свои ограничения и заблуждения совершенно неожиданно. Ну, еще есть пару моментов. Соответственно, звучал вопрос таким вот образом. Смутила последняя фраза. «Я живу, и этого достаточно». Достаточно для чего? Или это стагнация, я живу окей, остальное пофиг. Вот я решила разобраться с этим, но прежде чем это делать, я вчера в ночи повесила в Телеграм-канале 2 вопроса. Кто не знает, да, Телеграм-канал так и называется «Ключи мастерства». Это единственное место, где я лично присутствую, участвую в комментариях практически каждый день. Так вот, вопрос был первый такого плана. Можно ли выйти в квадрат внутренний, безусловный, где я есть, и этого достаточно, без слияния, тотального слияния со своей душой? Можно ли? Да, и откуда берется мотивация в этом квадрате? Внутренний, безусловный. Вопрос-то я написала, ответы на ночь почитала. В общем, с утра проснулась с диким желанием выйти, вначале наговорить аудио, но аудио у меня получается такие более спокойные. Я люблю все-таки, когда я более живая, поэтому я решила, что этой теме у нас будет сегодня посвящен эфир. Эту тему мы с вами и разберем. Но для начала, вдруг кто-то не читал статью, в субботу на трансляции не присутствовал, вот у нас схема, я вам сейчас ее покажу. То есть я взяла, вот я ходила, думала, как же объяснить, на чем застревают люди внутри курса. И вот тогда пришла такая схема. В принципе, это весь путь нашего развития. Неважно, духовного, не духовного, в духовной части добавится всего лишь один квадратик. Вот у нас 2 оси есть, да? Ось первая, которая красная, она идет от внешнего источника к внутреннему источнику.
внешне, внутренне. Когда вы занимаетесь даже саморазвитием, самопознанием, первое, что вы начинаете делать, учиться фокусироваться внутри себя. Для чего? Для того, чтобы то, что находится за пределами вас, даже любимый муж, любимые дети, да, оказывали на вас минимальное воздействие. Точнее, чтобы ваше ощущение внутренней опоры было крепче, чем что бы они ни сказали, отругал вас начальник или поощрил, да, какой-то авторитет сказал вам свое фу и так далее. Ну, то есть мимо этого вот этапа не пройти никуда. Поэтому появилась такая ось, да, внешнее, внутреннее. Соответственно, многие люди пытаются вот перепрыгивать эти этапы, наслушавшись в том числе меня, да, не понимая, что это неотъемлемый шаг. А вторая ось, она выглядит вот так вот. Обусловленность, то есть условия. Есть условия, при которых я себя ценю. Есть условия, при которых я себя люблю. Есть условия, при которых я себя принимаю. Есть условия, при которых я себя прощаю. Заметьте, я говорю тут только про себя, не про ваших близких. Это все о себе. Да? То есть да, но есть некое условие. Если у меня есть деньги, я себя ценю и уважаю. Ну, понимаете, да? То есть всегда есть некий набор условий. Поднимаемся вверх и выходим в безусловность. Моя схема, конечно, отражает работу самоценностью. Да? Но вообще, я уже говорила, она применима абсолютно ко всему. Почему? Потому что ось координат будет той же самой. Привет школьному курсу алгебры. Есть условия, нет условия. Вовне вас оно находится или внутри вас находится. Все, больше ничего не нужно. Для того, чтобы определить, где ты вот здесь вот обитаешь. И вот здесь вот возвращаемся к вопросу, да. А вообще это идеальная тема для многих. Я есть, и этого достаточно. Я живу, дышу, пою, смотрю в окошко, и этого достаточно. И я считаю, это одна из ловушек на духовном пути. И дает очень мощный откат назад. Почему? Потому что слышим одно и отсеиваем другое, забывая вот про эту целостность. Но это лето, все эти статьи, которые мы выложили, они очень наглядно показали, да, что целостной картинки, целостного восприятия себя, целостного мировоззрения не существует. Раньше люди читали серьезные фундаментальные труды. Сейчас есть мастера, которые 20-30 лет в теме, которые вообще не могут, вот ничего про этого не знают. Соответственно, целостного обзора нету. Здесь я услышал по чакры, поработал с чакрами, здесь я услышал, что нужно чистить рот, почистил рот, здесь я услышал, вот тут вот курс разговор с душой, сейчас с душой соединяться буду, и везде вот так вот, не понимая, что есть некая система, причем система разрабатывается не человеком, да, это вот определенные вехи, точно так же, как тут. Вы можете сколько угодно, да, пытаться избавиться от условий, прекрасно работает в некоторых темах, но пока ваш фокус развернут вовне, пока резкое слово со стороны начальника, неодобрение коллег, либо, не знаю, там, язвительный комментарий подруги вас выбивает из себя, вы все равно дальше вот начала не сдвинетесь. Хотя по некоторым, например, духовным направлениям вы можете уже вот внутри быть переключенными. Ну, то есть мы интегрированы, все должно соединяться. И вот эта последовательность этапов, она важна. Их перепрыгивать бесполезно, все равно вернется. А потом вы спрашиваете, да, почему, казалось бы, тема отработана, опять всплыла. Ну, потому что либо сегмент другой, либо направленность другая, да, было про работу, а стало про «я себя люблю дома». Самое простое, что мы высветили за последний год на «Танцы с тенью» тема, у нас там начинается, да, «я себя люблю и принимаю, когда я здорова, когда я в потоке, когда у меня все зашибись». Поставьте единичку, кому знакомо. Вот в марте прошлого года мы записали новую версию. Вот с того момента у нас в каждом базовом курсе есть дополнительные практики и техники, которые вообще никак с темой курса якобы не связаны. Почему? Потому что не умеете поддерживать себя в состоянии заболевания, в состоянии упадка сил, в состоянии, не знаю, там неприятностей каких-то. Сколько раз вы от меня слышали фразу на тему того, что другого врага не надо, себя достаточно? Ну, то есть враги не нужны.
Мы все ждем, что кто-то другой поддержит, да, опять же, вовне фокус развернут. Это муж должен поддержать, это родители должны поддержать, это подруги, коллеги должны поддержать. А я что делаю, когда заболела? Самый простой вариант. Или когда встала не с той с ноги с утра, или настроение плохое. Вот она проверка на мастерство. Насколько вы сдвинулись извне внутрь. Будь добра, дорогая, позаботься о себе в первую очередь. Я про это лет 5 говорю, Светлана Владимировна, наверное, еще дольше. И что, думаете, многие сдвинулись? Нифига. Ну, то есть, понимаете, у нас получается такая тема, духовные все практики, они есть только тогда, когда у меня все замечательно. В остальное время куда-то все это исчезает, и вы обратно возвращаетесь в внешне обусловленное. И начинаете быть зависимым от всех этих чужих мнений, чужих слов, чужих настроений и так далее. А если сюда подключить еще функцию ума, додумывать и допридумывать, да, незапланированное развитие ума, куда мы сдвинулись за последние 50 лет, то на выходе вот, ну, правды там нет никакой. Там сплошные заблуждения, нечестность по отношению к самим себе и так далее. Это вот про внутреннее, внешнее. Но то же самое с условиями. Когда ты видишь эти условия, а еще раз повторю, для этого нужно писать. Пока вы что-то прокручиваете в голове или не записываете сознание, которое к вам приходит, вы не видите фронт работ, что вам нужно делать. Подсвечивается сейчас очень быстро все. Любая конфликтная ситуация, любой спор, любая ваша эмоциональная реакция, когда там обиделся, расстроился, впал в раздражение, это вот повод взять и посмотреть, что же там за условие у меня стоит. И это все замечательно, да? Извне перемещаемся внутрь, потом начинаем развязывать эти все узелки условий. И неважно, это тема принятия, тема любви, тема ценности. Как мы сейчас к курсу выкладываем, нам же курс самоценности, это там родилось. Но еще раз говорю, применимо абсолютно ко всем сферам. Но в курсе нет, и в статье этого нет. Почему? Потому что, ну, эта иллюзия у меня вот только в августе месяце разбилась. Когда мы переходим от условности к безусловности. Вот скажите, пожалуйста, слово «безусловное», оно как вибрирует? На каком уровне для вас? Я понимаю, что все к этому стремятся, все этого хотят. Но вы четко понимаете, что это не про 3D, что это не про матрицу, это не про наши ограничения. И в частности, это не при нахождении в нашей эго-личности. Все это понимают. Безусловная любовь, безусловное принятие, безусловное прощение, безусловное понимание. Все, что хотите, подставляйте после слова «безусловный», оно никак не связано с матричной реальностью, где действует принцип противостояния, борьбы, конкуренции. Когда есть некое противоборство. Они несовместимы. Я понимаю, когда пришел на трансляцию, да, там рассказывают про безусловность, звучит все это красиво, и очень хочется туда прям попасть быстренько. Так вот, безусловная ценность – это когда вы, как минимум, тотально соединились со своей душой. А для того, чтобы соединиться со своей душой, нужно быть интегрированной личностью. Я знаю, многие слова интеграция не понимают. Но это как 1 + 1 = 2. Да? Если я в суп набросал картошку, морковку, свеклу, капусту, то на выходе у меня родился борщ. Да? Но это не сумма разных слагаемых. Точно так же, как очень сложно человеческим языком объяснить слова будь плоскими, ну, то есть не имеющими смысла, когда ты пытаешься объединить эти две полярности. Черное и белое, верх и низ, мужское и женское. Они противостоят внутри нас. Еще раз, да, мы в матрице родились. Нет ни одного человека сейчас на Земле, кто родился не в матрице. Соответственно, вот эти матричные установки, особенно стиль мышления, основанный на противоположностях и противоборстве, нужно из себя изымать, изымать и изымать. И вот когда говоришь, да, как их объединить, единение, это не 1 + 1 = 2.
да, они соединяются где-то внутри, когда вот из двух разных вещей, во-первых, ты видишь, как оно все взаимосвязано между собой, рождается нечто третье. У нас почему-то, конечно, родилось нечто третье, сразу пишут, типа, беременность, ребенок. Ну, то есть вот человеческими словами очень сложно объяснить. Но когда вы внутри себя это прожили, то есть внутри себя заикарили этот опыт, слова не появляются, нет. Но, по крайней мере, есть резонанс. И ты четко реагируешь на тех людей, которые попадают в ваше поле зрения, которые этого добились и достигли. Почему ты их начинаешь считывать, ты их начинаешь чувствовать? Ну, точно так же, как вы ощущаете, да, человек, который в торопях бросил спасибо, ничего под этим не неся, или человек, который действительно наполнен вибрацией благодарности. Бывает так, человек много-много красивых слов написал, а за ними пустота. Ну, потому что внутри вот этого вибрационного состояния в момент написания не было. А может быть, оно ему вообще недоступно. Мне говорят, вот огромная разница. Такое ощущение, что они находятся вот как будто в параллельных реальностях. Безусловная благодарность. И просто спасибо, наш трехмерный, да, на который тебе обычно говорят, да не за что. Почему? Потому что не ценят то, что делают. Классная же тема, правда? Так вот, эта безусловность невозможна, пока ваша личность разбалансирована. Пока тело вас тянет в одно, эмоции в другую сторону, мыслемешалка в голове третью, а действуете вы как-то еще иначе. Вот это называется интегрированное, то бишь согласованное. Когда то, что вы чувствуете внутри, соответствует тем мыслям, которые крутятся у вас в голове, и соответствует тому, как вы действуете. И вот здесь, вот, кстати, в действие вступают ценности, которые вы осознаете. Потому что спроси у любого, что является твоей ценностью, многие скажут, да, мир, дружба, жвачка. Посмотрите на поступки, как действуют люди. Ну, если для тебя ценность семья, ты не будешь идти против семьи. У нас мужчины любят, правда? Я жену люблю. Но это не мешает мне иметь 3 любовниц, допустим, самое банальное. Это тоже про любовь якобы. И мы видим колоссальное расхождение в ценностях. Но вот это вот про согласованность. И когда вот к этой интегрированной личности, там, где вот эти все 4 части, 4 аспекта согласованы, добавляем туда энергию души. Я сейчас говорю души не разделяя. Душа, высшее я, божественное я– это то, что оживляет. Но мало кто понимает, особенно если вы не были сейчас на этом последнем медитативном курсе «Разговор с душой», где мы в третьей части дошли, есть таких две классных фразы. Божественная воля и божественный план. Несмотря на то, что в каждом из нас есть лучик души, ну, без этого бы наше тело не ходило, да? Мало кто понимает, что все, что находится там, оно действует согласно высшей воле. Вообще никак не связано с эголичностными хотелками. Еще раз повторю, я считаю, это вот номер один причина застревания. Когда свои личные хотелки закрыл, хотела, чтобы в семье стало получше, да, чтобы напряжение ушло, чтобы на работе стало ценить. Такие вот эголичностные хотелки. И я сейчас их не принижаю. Это очень важный этап развития. Ты закрываешь какие-то важные моменты, но ты не можешь застрять в этом на десятилетия. Ты при всем желании не можешь. Тебя вынудит сделать следующий шаг. А в следующем шаге там есть божественная воля. Воля души, назовите это так. План души. Ну, то есть вы становитесь ведомыми. Но не как эта кукла, да, которую дергают за ниточки. Вот аналогия с куклой, которую дергают за ниточки, это скорее вот к неинтегрированной личности. Там неприятность, ты в ауте. Там что-то сказали, ты в ауте. Вот там вот куколка на ниточках. Причем за эти ниточки дергают абсолютно все, кому не лень вокруг. А здесь ты, наоборот, автономен, самодостаточен, суверенен. Потому что научился переключаться извне внутрь себя и постепенно отвязываешься вот от всех этих обусловленностей, которые обуславливают, как ты чувствуешь себя, какие у тебя мысли в голове крутятся и как ты действуешь.
Но говорю еще раз, важный компонент безусловности, да, вот это слияние со своей душой. Там, где нету разделения, она там, а ты тут, вы становитесь единым целым. Единое целое. Я душа в теле, это не слова. Это колоссальный духовный опыт, который нарабатываешь. Причем не за одну жизнь. Это нам так уникально повезло, потому что все, кто воплотились сейчас и находятся в телах на Земле, это те, кто решил воспользоваться уникальной возможностью. Просто там возможность на две части делилась. Потому что для того, чтобы наработать некий опыт, были десятки, а то и сотни жизней. Сотни! А тут время ускоренных перемен, ускоренных трансформаций, завязанных конкретно на планету Земля, на ее выход из третьего измерения выше. И люди, как блохи на собаке, да, которым деваться некуда. Ну, это так кажется со стороны. На самом деле каждый в очередь. Чему? Потому что за одну, пусть короткую жизнь, можно отработать дофига и больше, и не тратить 100 жизней. А для некоторых и больше. И для тех, кому вот надо отработать, закрыть многие вопросы, которые не получалось закрыть до этого. Но для кого-то, потому что вы стоите на грани. Мы их называем звездные семена, да, эти старые души. Вы сюда уже пришли, забыв с накопленным потенциалом души. Вот когда мне спасибо все пишут, говорят, здесь, а я себя не чувствую здесь при чем. Вот моя личность в этом плане совершенно спокойна. Потому что я понимаю, что то, что вот проходит через меня, оно явно наработано не в этой жизни. Ни в одной из этих вот ближайших жизней. Это накоплено, 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 накоплено. И задача была только вот проявить это, дать этому раскрыться. Да. Это результат уже моих усилий. Ну, еще раз. Безусловность, то, к чему все стремятся, как к какой-то завидной морковке, недоступно. Абсолютно недоступно, пока вы сами по себе чувствуете себя отделенными. А дальше называйте в зависимости от вашего мировоззрения, от Бога, от божественного, от своей души, от своих высших аспектов, от абсолюта, от источника. Ну, то есть в разных традициях называется это по-разному. Но безусловность, она берется оттуда. И ни у кого не получается, да, вот одномоментно это сделать. Почему? Мы слишком многогранны, мы слишком уникальны. Допустим, в работе проявленные, дома нет. Или наоборот, домохозяйки дома проявленные, во всех остальных местах нет. И так далее. В этом состоит наша уникальность. Весь наш путь. Но просто когда ты живешь конечностью, так называемое, да, линейное время, есть точка А, есть финальная точка Б. Всем хочется как-то быстренько из этой точки А в точку Б просквозить. И очень сложно дается не то, что понятие многомерности, многогранности себя, а понятие бесконечности процесса, непрерывности процесса, вот как самоценностью. Как только ты встал на этот путь, ты идешь без него, по нему не останавливаясь вообще. Ну, невозможно остановиться. Мне все время очень понравилась аналогия, что есть всего два состояния. Эволюция и деградация. Человеческому существу хочется поймать момент, когда можно лечь, расслабиться, ни хрена не делать, и при этом все иметь. Но это откуда желание идет? Из эголичности. Да, мы можем ее красивыми рюшками духовности прикрыть, но так работает эголичность. Причем не выровненная, да? Нету этой интеграции внутренней. И нам все хочется вот на каком-нибудь там этаже зависнуть и побыть. Вот кто читал Антарову «Две жизни», у него там был такой момент, когда он в деревню приехал, и там какие-то странные бабульки, по-моему, сидели. Ему там было сказано, что это те, кто в прошлых жизнях воплотился, вот, очень много сделал, а в этой жизни вот забил абсолютно на все. Соответственно, находиться они здесь могут, но в следующей жизни полетят обратно вниз. Там, конечно, это иначе все выражалось, но суть именно в этом. Нет такого состояния, вот этого зависания, когда ты находишься, остановившись. Это к вопросу о стагнации. Нет стагнации. Есть либо бесконечное развитие, оно именно бесконечное, у него конца нету.
Есть деградация. Как только ты остановился, ты идешь в деградацию. Все. Тут возникает вопрос, почему? И вот здесь мы возвращаемся ко второй части вопроса, да. Где я есть, этого достаточно без слияния с своей душой. Это был первый вопрос. Второй вопрос. Откуда берется мотивация в этом квадрате внутренней, безусловно? Вот откуда она берется? Опять же, говорю, шкала применима. Внешнее, внутреннее, условное, безусловное. Вот давайте рассмотрим слово мотивация. Что является мотивацией, стимулом к действию для человека, чей фокус развернут вовне и обрамлен огромным количеством условий? Это могут быть деньги, это может быть карьера, это может быть социальный статус, это может быть одобрение в обществе. Но оно всегда внешне обусловлено некими факторами. То есть от тебя оно вообще никак не зависит. Трепыхайся, не трепыхайся, вот внешний стимул. Я не просто записываюсь в секцию, да, а у меня там есть тренер, и такой жесткий тренер, который еще и а-та-та может сделать, мотивируя меня заниматься. Вот она, внешняя мотивация. Внутренняя мотивация, внутренний квадрант, а ее нету. Что может стать внутренней мотивацией? Как она проявляется? И мы сейчас говорим вот про личностный уровень совершенно, да? То есть когда я знаю, что я чего-то хочу. Это как с темой похудения. Все знают, что нужно делать, да, заставить себя невозможно. У меня, кстати, со спортом так. Я знаю, что мне это нужно. Опять же, да, мы вот разнородные. В одной теме может быть классно, у меня, например, потрясающая работоспособность, мне не нужно мотивировать, что-то придумать, что-то сделать. Я могу ночами сидеть на протяжении достаточно длительного времени. Почему? Потому что мне долбанула идея, я хочу реализовать. Вот она внутренняя мотивация. И при этом есть сферы жизни, где я не то что пасую, да, еще упираюсь и сопротивляюсь, отникиваюсь. Марис может быть свидетелем этого. То же самое и у вас. Есть то, где вам нужен внешний пинок, и есть то, где вы внутри хотите. Вспоминайте, как вот, не знаю, там загорелось какое-то желание сильное, мощное, не знаю, там съездить куда-то, и вы начинаете работать в направлении этого. И на выходе оказываетесь. Есть некий внутренний мотив. Да, причем, я говорю, это вот, ну, 3D-шно, это может быть там а, замуж выйти, еще что-то сделать. Оно тут прям очень просто работает. Но вот тут возникает вопрос, а что будет мотивацией, когда мы сдвигаемся в безусловность? Ведь там, еще раз говорю, безусловность – это очень высокий вибрационный уровень. Это явно не про 3D и, скорее всего, не про 4D. Это выше. И здесь вот работало, да, даже, ну вот, ставлю перед собой цель, к ней иду. Это здорово. Оставим за кадром, что многие вообще любую дисциплину воспринимают, опять же, начитавшись духовных книжек, прочитав одно, выбросив другое, что это насилие над собой делать не буду. И тут еще одна такая ловушка духовного развития. Тут я уже не знаю, по-моему, больше десятка собрала. Это, кстати, вот да, воля и мотивация. А что же я себя буду насиловать, зачем я это буду делать? Зачем я буду себя заставлять? Самая простая внутренняя мотивация, да, когда вам внешне, когда ставят какой-то диагноз и говорят, что, не знаю, там, что у нас диабет, и ты не можешь есть этого, иначе помрешь. Внешняя мотивация. Внутренняя, когда вы решаете заняться собой, понимаете, допустим, да, что какие-то продукты на вас плохо влияют. И вы их исключаете из своего рациона. Ну, то есть очень просто, кажется. По крайней мере, звучит очень просто. Меня интересует вот эта безусловная мотивация. Откуда она возьмется? Если рядом нет начальника с плеткой, который тебя сечет, да, наша любимая 3D-шная тема кнут и пряник. Вот, допустим, пряников нет никаких извне. Кнутов тоже нету. Что вас заставит действовать? Хороший такой вопрос.
Но это прям к теме, опять же, безусловности. Почему я говорю, без понимания высших смыслов в безусловность не попасть? Ее отрисовывать можно по-разному, через соединение с источником, с божественностью, с душой. Тут терминология роли не играет никакой. Там всегда есть нечто высшее, цельное, целостное, чему ты следуешь. Всегда. Это из той серии «не могу не делать». Почему вижу в этом высший смысл? А как можно увидеть высший смысл, если нет целостного представления картины мира? Или ты ограничен только вот своими друзьями, знакомыми, не оглядываешься, в свой взор не расширяешь на уровень планеты, что там происходит? Ну вот в моей стране это хорошо, мне тут сидеть, и все нормально. А на самом деле это еще больше. Что происходит в целом? Не только на планете Земля, да, вот этой темы перехода, пятого измерения, а еще больше. Где мы часть? Это же применительно к своему личному опыту. Это меня, кстати, мотивировало, да, написать цикл статей «Большой летом». Потратить время на чужие материалы. Колоссальное количество времени. Чтобы увидели смысл, вашу пользу, ваш вклад во все эти процессы. А как ты его увидишь, если ты считаешь, что ты там, не знаю, с утра покушал, сходил на работу, вернулся домой? Как вот это в большей картинке понимать, что человек – неотъемлемая часть, и именно мы якорим через себя, а в последние годы, с 22-го прицельно, проецируем изнутри себя, давая возможность всем остальным прочувствовать то, чего не чувствовали никогда. Ну, это как ты живешь среди слепцов, и один зрячий. И он рассказывает, что он видит, а они пытаются это как-то с собой соотнести. Ну, примерно та же самая аналогия. Но в этом есть, опять же, высший смысл. Что мы не просто, да, сосланы сюда на каторгу или в тюрьму, как все время в Австралию ссылали, а воплотились сюда с определенными задачами. Есть задачи личностного уровня, наработать, проработать, получить такой-то опыт, иногда не сильно приятный. Но есть большая перспектива. Потому что у души цель есть. У нее задача, она движима одной единственной задачей – соединиться напрямую с божественностью. Все. И она ради этого вот посылает свой скафандрик в десятки, в сотни воплощений и в насилие, и когда ты агрессор, и в разные другие истории, для того, чтобы вот целостную часть собрать, вот все аспекты, все грани, какие только есть. Почему? Потому что это помогает стать ближе, 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 ближе. И у души на это есть вечность. Но мы-то конечные. Безграничность мы не представляем. Ум наш трехмерный не представляет. А в человеке трехмерный ум. Высший ум находится не внутри человека. И опять же, безусловность, вот этот квадрат, вот там он подключается. Но без соединения со своими высшими частями к высшему уму подключиться невозможно. В общем, здесь вот этот квадрант, он весь про одно и то же. Это, в принципе, то, чем и занимается духовное развитие. И почему-то оно очень сильно теряется. Я просто удивлена, что это теряется на ключах мастерства. У нас весь проект про это. Так что станет мотивацией? Некий высший смысл, к которому ты следуешь. Я, по-моему, в том году, я тут подписана на одного дядечку, дядечка моего возраста, он там пишет каждый день, у него платный канал, он пишет каждый день, выкладывает посты. Такие объемные статьи, я бы сказала. И такой философской направленности. Я с философией, риторикой, по крайней мере, пока в универе обучалась, не сильно дружила, но его вот стиль, как он это анализирует, он заставляет задуматься. И он там очень много примеров из статистики, из запросов всевозможных приходит. У меня на это времени нет отслеживать, а у него очень хорошо получается. И вот он там привел какой-то опрос, они там говорили, ну, через тему религии зашли, но меня очень так это обратило на себя внимание. Он там говорил, что те люди, которые верят в Бога, то есть, что есть нечто большее, кроме тебя, и с чем ты связан, они, там было как раз про кризис среднего возраста, в частности, у мужчин.
Ну, мужчина писал, да, вот он анализировал эту информацию, которая есть какие-то опросы, там уход, говорю, в религию, но суть какая? Те люди, которые чувствуют связь с чем-то большим, чем ты, легче, либо вообще не впадают в кризис среднего возраста. И это социологические опросы, исследования психологов, ученых и так далее. Они это вывернули в тему религии, но вот он ответ. Хочешь чувствовать себя не маленьким и не самоутверждающимся над другим, других вариантов нет. И та мотивация, она естественная. Можно ли эту мотивацию получить, если я просто лежу на диване, просто смотрю в окошко, просто живу, ну вот это трехмерное животное существование. Что-то нам пожрать, поспать. Ну, третье грубое слово произносить не буду. Тоже лежит, ничего не делает. Или как здесь в вопросе, да, я живу, и этого достаточно. Вот я хотела сегодня дать прочувствовать, даже не мозгами понять, а прочувствовать, что это две совершенно разные вселенные. И то самое, кстати, духовное стремление к состоянию быть. Ты знаете, как у меня есть много примеров. Кто-то там наслушался вебинаров и тренингов на тему «Будь королевой». Я теперь королева, и у меня должна быть обслуга, которая все за меня делает. Сверхдуховный человек. И канал там был духовный. Ну вот трехмерное приземление. Или вот это быть. Почему-то быть тут же, да, трехмерный ум отсеивает действие, это значит нифига не делать. Вот я буду сидеть, лучить, посылать любовь из себя, и на этом достаточно. Вот во всех этих историях отсутствует один важный компонент – высший смысл. Ты для чего это делаешь? Чтобы что? Что тобой при этом двигает? Чаще всего там личность, которую ты красиво так задрапировал, да, в духовное облачение. Потому что ты не можешь не делать. Я вот смотрю, у нас как-то год был, по-моему, 23-й все-таки это год был, я с цифрами не очень дружу, обычно с какими-то событиями себя соотношу. Там вот был процесс офизичивания очень мощный, когда заставляли выходить в люди, и это откликнулось многим, то есть многие написали, что этот процесс идет. Сейчас вот я вижу другой, исходя из того, куда меня тянет. Я, как обычно говорю, да, то, что нас раздражает других, и то, что восхищает других, это наша тень. Вот я смотрю, что меня сейчас восхищает. Глубокой исследовательской работы, когда ты вытаскиваешь и показываешь того, чего нету. Вернее, до тебя не было. Или достаешь то, что до этого не существовало, и так далее. Такие вот вещи. Можно ли делать, потому что тебя заставили ради денег? Я вот 100% уверена, нет. Вот на этом уровне, безусловный, внутренний, деньги – это побочный эффект. Пока у вас деньги во голове, ну, в крайнем случае, вы вот здесь. В крайнем. А скорее всего, вот здесь. Это побочный эффект. Почему? Потому что тебе нужны ресурсы для того, чтобы вот донести свои мысли, свои идеи в мир как можно большему количеству людей. А в нашей трехмерной экономике сделать без денег это невозможно. И поэтому они приходят совершенно неожиданными способами. И бизнесы новые открываются, что-то срабатывает именно потому, что ты здесь. Но опять же, да, там есть некий высший смысл, на реализацию которого нужны в том числе материальные вещи, материальные средства. Еще раз говорю, потрясающая ось, приложить можно к чему угодно. Родилась она на курсе «Самоценность», но вот если у меня когда-нибудь книжка выйдет печатная, будет у меня желание написать, она выйдет вот на этой оси основанная по разным направлениям, потому что тема потрясающая. Так, давайте немножко почитаю. Поток схлынул, выговорилась я. Прям, ну вот я такой бы поток не провела. Я научилась за эти годы записывать аудио, такие достаточно живые, но все равно там нет того потока, который рождается на трансляциях. Так, любовь мотивирует. Опять же, мотивирует любовь кого и какая любовь? Безусловная любовь, она ни на что не мотивирует, допустим. Почему? Потому что это определенное состояние, которым ты наполнен и которым ты щедро делишься. Вот по моим ощущениям, безусловная любовь, она ни к чему не мотивирует. Она мотивирует где? Когда вы вот здесь.
заслужить любовь, еще что-то сделать ради любви к кому-то. Там еще надо посмотреть на мотивы. Потому что мотивы точно так же бывают внешние, внутренние, да, не только мотивация. Но вот этот внутренний мотив. Но люди вообще не понимают мотивы. Они смотрят, знаете, здесь красненько, здесь красненько. И это одно и то же. Но еще раз говорю, у нас вот много очень искажений в уме. Это вот последние 50 лет прям какая-то, я не могу сказать, что это деградация ума. Это вот совокупность разных факторов привело к тому, что здесь красненько, я ставлю между ними знак равно. А то, что здесь красненькая уточка, а здесь красненькая, не знаю, там акула, самое дело, допустим, кругленькая, квадратненькая. Вот кругляшок, да, шарик красненький и квадратик красненький. И между ними ставим знак равно. Почему? Потому что оба красненькие. Схожесть есть? Есть по цвету. А то, что суть разная, почему-то ум вот отфильтровывает. Мы стали мастерами отфильтрации. В том числе это следствие позитивного мышления, развернутого в 3D. Потому что позитивное мышление – это когда ты наполнен позитивными вибрациями, позитивными мыслями, позитивными эмоциями. Звучит классно. В трехмерном отображении это позитивное мышление исказилось настолько, что оно превратилось во что? В белое пальто, да? Пальцы веером, и самое главное, в отфильтровку всего того, что неприятно, негативно, еще какое-то. И тем самым изначально нарушается основополагающий принцип взаимоединства, взаимосвязи и целостности. И потом вы приходите на танец с тенью прорабатывать свою тень. Почему? Потому что вы сами отфильтровали. Я вот такие примеры стала собирать, их огромное количество. Когда-нибудь прям все из разных трансляций вытащу и соединю все вместе, потому что это потрясающе. Я вот этого приложения такого не видела, но это очевидно. То ли мы стали мудрее, взрослее, стали видеть того, чего не было видно, то ли как-то людей больше на курсы стало приходить и глубже работаем, и все это видно. Не знаю, с чем связано, но однозначно связано. Процессы идут. Когда в ресурсе легче себя стабилизировать или выровнять, стоит завалиться, так все инструменты, что работали, не получаются, становится сложно, вытаскиваешься как за уши. Да, вспоминаем барона Мюнхгаузена. Кстати, в свое время Джейсон Эссекс, кто его еще помнит, он в последний год не сильно активен, он привел очень хорошую аналогию. Вот если исходить из концепции личности, духовная личность, давайте сведу до простого, да, без всяких разных умных каких-то вещей, есть личность, да. Вот это то, как вы живете, чем вы занимаетесь, дом, быт, работа, вот личность. Вот это вот такое суженное состояние сознания, никакого контакта здесь нету, да, со своими высшими аспектами, с тонкими планами и так далее. Вот это личность. Большинство людей сфокусировано на сексе, на еде, на зарабатывании денег, все. Других интересов нет. Есть более развитая личность, да, когда уже вот мозги работают, включаются, мышление работает и так далее. Мы не про это. Есть личность. И есть расширенное состояние сознания. Вот они прям расширенные. Да? Это момент вашего парения, вот это ощущение присутствия, поддержки. Любая медитация, она в это состояние вводит. Вот так вот. Вот эти инструменты мы берем вот здесь. Вот мы их здесь, даже когда они затренированы. Они находятся вот здесь. Как только вы провалились, и неважно по каким причинам, да, инструменты остались там, а вы вернулись в свой стаканчик, в котором были до вхождения в духовную тематику. Поэтому я все время говорю, не нужно сразу бежать, пытаться медитировать. Позаботься о себе. Ну, то есть выровняй себя, свое эмоциональное, иногда ментальное состояние, да, когда ты там все страшилки в голове прокручиваешь, сам себя пугаешь, и все ужасно, 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 ужасно. И вроде как с утра проснулся, все было хорошо, к вечеру уже... Слушайте, я матом не ругаюсь, но здесь прям матерное слово идет. Вот. На выходе позаботься о себе. Забей на работу, на домашние дела, попроси детей приготовить, не знаю, там теплый чаек налить. В магазинах гадость гадостью, в кружке бульон такой, который не надо варить, а можно растворить вот и попить. У меня где-то такие НЗ запас лежит, пару штучек.
что просто попросите, чтобы принесли. Позаботьтесь о себе, о своем физическом самочувствии, о своем эмоциональном самочувствии. Эмоциональное самочувствие, то есть когда ты в эмоциях. Кто-то ходить начинает, да, для того, чтобы это из тела выгнать. А для кого-то это просто, не знаю, там, с любимой книжкой свернуться, посмотреть какой-нибудь фильм, который тебе помогает, да, обратно вот захлопнутое сердце раскрыть, музыку включить. У меня есть 2 разных плейлиста. Есть на тяжкие состояния. Там прям такая моща и сила, когда вот чувствуешь себя в чем то несчастной, там прям моща и сила, но она драматическая. А есть такое, что вот очень сильно воодушевляет и вдохновляет. Это, опять же, мои личные наработки. Это был период, когда я вообще спать не могла. Мысли крутились. Там проблема в чем? Солнечное сплетение включается сразу, и этот бесконечный процесс. Термоядерный реактор. Вот музыку включаешь, и процесс идет. Ну и мысли. Когда начинаешь ловишься на том, что прокручиваешь без конца одни и те же мысли, особенно пугающие, да, страшилки несчастные, ну, переключить внимание. С детьми работает, почему с нами не работает? Прям силком себя заставить. Опять же, почитать, посмотреть и раз за разом себя возвращать. Тут, кстати, тоже требуется некое насилие над собой. Это ж так приятно крутить в голове, какая несчастная, бедная, какой он гад-паразит. А тут ты себя возвращаешь, а давай мы какую-нибудь сказочку почитаем. А давай там, не знаю, еще что-нибудь. Это не какие-то действия, это не медитация, это не духовные практики. И как только чуть-чуть позаботились о себе, вот тогда можно, если эмоциональное состояние не сбалансировано, призывать фиолетовое пламя, на ночь можно отправиться в пирамиду света силы и так далее. Но первый этап, который проскальзываете, позаботьтесь о себе сейчас. Иногда это банально отказаться от чего-то. Приползли уставшие, не будете готовить. Я вчера через 4 часа после сидения у зубного вернулась домой. У меня были планы приготовить еду, там кое-что еще сделать. Я пришла, вот так легла и сказала: все, я та утка, которая сейчас почему-то во всех магазинах продается. Нафиг все. Очень отзывается. Как раз несколько дней размышляла о том, ради чего живу и что меня мотивирует. Было ощущение пустоты, я сейчас наполнилась пониманием, что высший смысл меня мотивирует. Высший смысл, ну еще раз, вот кто потерял смысл, а это проблема, вспомните, «Отцы и дети» Достоевского, да, «Вишневый сад», там везде была потеря смысла. Если посмотреть американскую литературу, я все-таки учитель английского, мы там изучали американскую, английскую литературу, да, очень много. Там вот эта Первая мировая война, потеря смысла, потом смысл, они глубоко отражены вот в литературе. И каждый говорил, что смысл потерялся. У нас сейчас тоже выросло большое количество людей, потерявших смысл. И они пытаются себя найти, в том числе в зоне боевых действий. И у них смысл обретается. Но опять же, этот смысл, он быть частью чего-то большего, с чем ты совпадаешь по ценностям. Я считаю, это огромный минус, что нету других примеров реализации того же. Ну, в смысле, вот без всех этих вещей. Так вот, если кто-то потерял смысл, вернитесь в цикл. Там, где был путь пробуждения, вознесения и архитектура вознесения. Ты когда находишься, на какой волне ты принадлежишь, на каком этапе там было соединение с душой, соединение с сверхдушой, соединение с монадой. Термины умные, но за ними, ну, потому что это не мои термины, да, я бы говорила проще. Они были написаны по материалам Лорен Гарго. Там и переходный этап отражены. Нужно видеть смысл. Результат всего полученного опыта и каким образом он влияет на тех людей, которые вас окружают. Опять же, не для того, чтобы себе корону на голову натянуть, а потому что изначально все едино и взаимосвязано. Если ты не видишь, будучи эгоцентрированным или вообще эгоистом, погруженным внутрь себя, не видишь свою взаимосвязь всего и вся, и как твое, не знаю, там, улыбка прохожему человеку на улице, постороннему совершенно, добавила, да, протранслировала в этот момент луч поддержки, любви и так далее, то сложно. На самом деле все очень просто.
Чем больше ты трансформируешься, чем больше ты внутри себя всяких разных травм исцеляешь, тем более чистым передатчиком энергии ты становишься, энергии и вибраций. У нас есть свет, у нас есть любовь, у нас есть энергия, у нас есть вибрация. И ты это транслируешь. Чем наполнен, тем и транслируешь. Поэтому, возвращаясь к предмету, к примеру своему, да, я здесь сижу, лучу и все. Вопрос, чем в этот момент человек наполнен. Если он действительно наполнен безусловной любовью, безусловным принятием и так далее, причем без всяких разных эгоических мотивов, то да, эта функция выполняется. Но просто для меня это все, это вот этот вот квадрант, внутренний, безусловный. А те люди, которые обычно такие вопросы или комментарии пишут, они далеко не здесь находятся. Поэтому у меня вот каждый раз нестыковка между формой, да, и содержанием. По словам вот так вот, а содержание вот такое-то. Я говорю, мне вот эта система, она сама спонтанно родилась, очень много помогла в движении. Во-первых, она показывает, как куда двигаться. Да, любой путь просто по 4 квадратам разложил любую тему, и сразу понятно, ага, вот пытаюсь соскочить туда, а нужно вот здесь вот узелочки развязать. Ну и самоценность. Мы же в ценностью работали, потому что многим хочется, вернее, многие столкнулись с тем, да, вот мне не получается, да, я есть ценная, типа произнести могу, верить не верю. Ну, потому что это длительный путь. Вначале ты извне смотришь все, за что ты цепляешься вовне, а у нас оценивание, оно все находится вовне. И на самом деле очень редко кто приходит по всем параметрам с внутренним оцениванием. Ну, реально очень мало. У нас там на курсе, по-моему, было, я вот не помню, 300-400 человек. Да, примерно 400-500 человек, когда мы записывали. Вот большая часть людей находится вот здесь. Параметры оценивания внешнего. И врут себе. Я не могу назвать, кстати, это враньем и ложью себе. На самом деле это непонимание общей картинки, опять же. Почему? Потому что, ну вот прописываешь там что-то, да, и вдруг выясняешь, что наличие денег сильно подрывает ощущение ценности себя. Ну, как я могу себя ценить, когда у меня нет денег? Кстати, поставьте семерочку, кому тема близкая. Как я могу себя ценить, когда у меня нет денег? Или как я могу мужа ценить, когда он не зарабатывает денег? Вариация. Семерочку поставьте. Простой вопрос. Где находятся деньги? Внутри или снаружи? Даже если вы их проглотили и носите в животе, это все равно внешне. Возвращаемся к теме оценивания. Вот там кто-то спрашивал, кстати, практические занятия, что мы там делаем. Вот вытаскиваем всякую разную ерунду изнутри. Почему? Потому что ты с этим так привык. Последняя тема, я не помню, что мы там вот в описании текста выложили видео, как это выглядит. Там был интересный такой вопрос. Ну, в общем, вопрос якобы про профессию, про специалиста, да, меня не ценят как специалиста. А когда начинаешь расшифровывать, ну, писать, да, у нас очень сжатое мышление. Когда вот много-много-много-много всего сжато в маленький шарик, этим шариком пользуемся. Это вот особенность мышления человека последние годы. Слишком много всего происходит. Вот дура в разных ситуациях означает разные вещи. Дура не справилась, не так сделала, надо было чего-то. В общем, понимаете, это вот сжатое концентрированное нечто. Если это развернуть по-русски, надо было не совать палец в розетку. Или напомнить мужу, чтобы он зашел туда-то. А на выходе у нас сжатое, концентрированное. Вот раньше было такое хорошее понятие мыслеформа. Причем мыслеформа – это форма и мысль, да, а там еще ощущение. Вот это весь вот этот пакетик большой у нас прессуется. Это как эти. Когда идешь в японский ресторан, там тебе приносят такую таблеточку, полотенчика. Ты в воду кладешь, и оно превращается в полотенце. Я ее все время разглядываю, она такая сжатая. Вот как-то же они это спрессовали. Очень хорошая аналогия того, что у нас происходит. У нас вот это все, благодаря в том числе ускорению, да, прессуется настолько, и мы ничего не разворачиваем и не видим те баги, которые внутри собрались. И вот там был вопрос на тему профессия, когда начали расшифровывать, выяснилось, вот профессия,
да, специализация своя. Это вот чисто узкопрофессионально направленное, а там и деньги, там отношения, наличие мужчины и всего остального. Говорю, подождите, а где здесь вот вообще про... Сейчас точно вот не вспомню. Ну, в общем, если мне не платят большие деньги на работе, и у меня нет свободного времени, чтобы отдыхать и проводить время с семьей, вывод, я плохой специалист. Ну, это ж сколько надо было за ниточку дергать, наводящих вопросов задавать, а потом просить помощь зала, всех тех, кто в эфире присутствовал, чтобы написали, что такое быть хорошим специалистом. Вот оно сжатое, хороший специалист. Вот для меня хороший специалист – это специалист, который разбирается в своей теме, если чего-то не знает, обучается, наращивает свою квалификацию и так далее. Ну и, соответственно, возможно, получает некие результаты. Деятельности профессиональной. Учитель английского, да, это обученные английскому языку люди. Я тренер, это обученные люди. Но быть хорошим специалистом не предполагает. Ничего не говорит, например, на тему денег, сколько оно тебе приносит. Почему? Потому что хороший ты специалист или нет, от этого не зависит. Это зависит, насколько ты себя показал, насколько ты готов изменить, сменить работу, да, уйти там в маркетинг, в объявление, в поиск и так далее. Для того, чтобы показать себя, что ты реально шикарный специалист, и ты готов за это получать деньги. Но это вообще разные плоскости. И так далее. И вот это вот выковыриваем все время, вот препарируем, вытаскиваем. Почему? Причем иногда, говорю, с помощью зала, где требуется адекватная оценка. Раньше у нас только в тени такое было, сейчас вот еще 2 курса добавились, там всегда требуется помощь зала. А некоторые считают, что вот это нормально. Тогда я показываю, что напишите, что для вас в этой теме нормально. Ну, это, знаете, как из серии «Бьет, и значит любит». Кто-то с этим живет всю жизнь, а для кого-то это противоестественно недопустимо. И вот наша индивидуализация, да, и от такого своего рода отшельничества, когда с другими людьми не сильно интересно работать, взаимодействовать, особенно, да, интровертам, таким как я, вот как-то сузилась картинка, ну и общение виртуальное стало. Все-таки раньше больше общались вживую, и как-то видны были вот эти, не только что то, что тебе хотят показать, да, а какой есть человек в разных ситуациях. Так, я читала. А у некоторых людей хороший специалист означает владелец 3 мерседесов, для других хозяйка замка. Да, для этого и нужно, вот, ну, поэтому говорю, одному, когда работаешь, бывает сложнее. Почему? Потому что ты видишь только свою картинку. Если вы в семье, да, и у вас есть близкие диалоги, можно их спросить. Когда есть группа, в группе спрашивайте в какой-то. И неважно, да, это группа этих жильцов в одном доме, не знаю, там группа родителей, в которых в школу ходит ребенок, или так далее. Главное, что можно увидеть альтернативные взгляды. Мы слишком фокусируемся, слишком сужаемся. Самое главное, да, при этом срабатывает фильтр ума, он все, что не совпадает с вашим мнением, мировоззрением, отфильтровывает. Поэтому нужно видеть объем, да, разные многие грани. Да, выбираем мы то, что близко нам, то, что резонирует нам, но нужно как-то преодолеть вот эту вот инерцию ума, сужать фокус и видеть. Есть же такой даже термин психологический, да, туннельное зрение. Ты сфокусирован на чем-то одном и проходишь мимо, ищешь гриб, ты не увидишь ни одну ягоду, которая вокруг растет. Так, все, читаю. У вас голос в ходе изменения потока очень меняется. Меняется, конечно. Но у меня иногда на медитациях просят говорить погромче, не получится. Когда идет поток, вот это выгорелся, да, сейчас вот больше такого личностного компонента, хотя я сегодня кайфую, честно говорю. Мне вот это, начиная с летнего солнцестояния, прям, я точно знаю дату, я вернулась как раз из поездки домой, и до вчерашнего дня, получается, были очень непростой период. Он был очень много осознания, очень много заблуждений упало, много иллюзий упало. Но чем для меня конкретно он был тяжел, потому что было впадение в личность. Каждый месяц хотя бы один раз. Для меня эта тема, ну вот вообще далека. Я не проваливаюсь в личность, я не погружаюсь в какие-то эмоции. Меня вот, я могу за всю жизнь вспомнить раза 2, когда меня действительно трясло. Именно вот от накала эмоций, да. Тут вот за это лето несколько таких историй было, когда вдруг оно начало проявляться, что у меня вот в мозгу что-то там крутилось, или как у меня был момент упивания жалостью себе. Боже, я этого не видела лет 20.
В общем, всё это очень интересно, да? Я понимаю, для чего это нужно было. Потому что соединение, да, вот этой интегрированной личности с душевной частью, для этого личность должна быть. И очень красиво про это напомнили. Но это настолько далеко от меня, что вот я бы сказала, морально устала от этого. И сегодня, когда я проснулась, что-то там в телеграм-канале записала какое-то видео, я понимаю, что меня прет, меня несет. Говорю, боже, какое счастье. Говорю, вот я все понимаю мозгами, да, но вот это нормальное живое состояние, когда из тебя прямо изливается, 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 и это радость, да, интегрировалось то, что должно было интегрироваться. Ну, блин. Я не знаю, как люди в этом внутреннем конфликте бесконечно живут, когда вот мысли одно, эмоции другое, тело третье, действие четвертое. Это очень тяжело. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения воспринимается очень тяжело. Прям действительно моральная усталость. Так, тут особо что-то семерочки видела, чего вы ничего не пишете? А вы сегодня озвучиваете все темы, которые меня беспокоят эти дни. Слушайте, по-моему, были вот статьи, все-таки мы везде их постим. У нас в всех соцсетях идет, мы постим одно и то же. Единственное, в телеграм-канале я кое-что всегда добавляю от себя, ну и какие-то прогнозы. Просто во всех местах мы это не постим, только в телеграм-канале. А так, в принципе, там же в статьях было озвучено. Алена говорит гениальные вещи. Это не Алена говорит гениальные вещи. Валеное ассоциативное мышление, кто не знает. Что это такое? То есть что это реакция какая-то. Я вижу какой-то комментарий, он начинает вроде как проскочил мимо, прошел, да, я даже вот вопросы вчера задала. Оно распаковывается, высвечиваются какие-то грани. Это опять же важно. Я сегодня говорила, да, про многогранность. Если ты живешь в своем мирке, а я живу очень в своем мирке, я очень редко выхожу из дома, да, там по магазинам, еще меньше взаимодействую с людьми вживую, что вот можно было постоять. Кто-то из вас каждый день это делает, постояли, поговорили. А у меня только вот моя семья каждый день, ну и периодически друзья. Вот, поэтому много фокусов нету. Впустую сливать время там в Ютубе, в Телеграм-каналах я этого не делаю. Поэтому откуда возьмутся вот это многообразие мнений, интересов, фокуса внимания? Я их беру обычно из комментариев. Вот что-то так хопа, если оно зацепило, значит, привлекает внимание. Первый раз, помните правило 3 сигналов? Первый раз проскочила мимо, как только второй раз, а я же суть вижу, я начинаю понимать, что вот здесь есть что-то, давай распаковывать. Тянешь за ниточку. На выходе, благодаря вот комментарию девушки, получилась, я считаю, хорошая трансляция, много чего распаковали. Хотя, если бы вот не ее такой вопрос, мне бы в голову это не пришло. Понятно, что это выдранная часть, маленькая, буквально там 10 минут видео из курса, все, что в 2 статьи вошло. Там в разы больше было, но тоже хотелось, да, концепцию показать. Ну и заключение давайте озвучу, потому что вам здесь не видно. Просто если кто-то статью не читал, я вам, поскольку здесь про ценность, да, и кто до курса самоценность не найдет, внешнее условное, да, формула ценности. Я ценна, если. Я ценна, если соответствую, я ценна, если доказываю, я ценна, если достигаю, я ценна, если нравлюсь, на любую тему перекладывайте. Я ценна, если. Я любима, если. Меня уважают, если. Я в принятии, если. Вот она формула. Когда переключаемся на внутреннее условное, да, уже внутрь себя погрузились. Формула «я знаю, что ценна, но». То есть я уже учусь опираться внутрь себя, но мне еще вот это «но» появляется. Там было «если», то здесь появляется «но». Но не хватает вот этого, нужно еще вот это, только разница, оно все будет внутри. Да, я очень духовный человек, но мне не хватает вот этого. Да, я разобралась со своими эмоциями, но вот это вот, и вот это «но» появляется, да. Там, где внешне, безусловно, ну вот я считаю, что наши дети, скорее всего, вот к этой категории, они прям отсюда изначально. Хотя вот по возрасту, какие мои мозги были, когда родилась дочка, я никогда ее не била, в угол не ставила, но я еще на нее кричала, я себя помню такой. Она не помнит, то есть она была очень маленькая. Я срывалась, я кричала, потом я извинялась и так далее. Вот работала над собой в плане воспитания ребенка и на выходе. Ну, в общем, к осознанному возрасту лет 7 она этого уже не помнит. То есть это было до этого. Но вот они сюда.
Меня принимают даже когда я несовершенна. Меня принимают даже когда я косячу. Меня принимают даже, то есть не нужно соответствовать некому идеалу. Тотальная любовь и принятие. Мы к маленьким детям так относимся всегда, в основном. К сожалению, чем они старше становятся, тем эта вот безусловность пропадает. Но это у многих есть. А вот безусловная внутренняя, я цена просто потому, что я есть. Я цена просто потому, что дышу. Я цена, потому что живу. Но чтобы, еще раз говорю, дойти до смысла этого и понять, что здесь всегда есть тотальное соединение со своей душой и тотальное исследование высшему смыслу, тогда эта формула приобретает совершенно другое значение. Я цена просто потому, что я есть. Я есть, этого достаточно вполне. Но при этом я действую, я мыслю, я следую высшему замыслу. Почему? Потому что я соединен со своей душой, через меня говорит моя душа. И я не могу не делать. Это как, знаете, есть люди, которые не могут пройти, когда там животные обижают. Я вот недавно же ездила в парк, где изъятые после жестокости людей животные. То есть там не просто парк с животными, да, там тигры, медведи, даже верблюды и лоси. Они все после либо сбитые, да, выкачанные, отхоженные, либо изъятые после фотографирования, после, в общем, всевозможного экстрима. Не все травмированные. И я поразилась, насколько они откликаются. Казалось бы, кошки здоровые, да, там пантеры, тигры, львы. И вот подходишь, и он прям вот чувствует. То есть вначале вот не въехала, просто приехали в парк, а потом, когда до меня дошло, что это за животные, там у одного история, там спасли, там спасли. И вот читаешь, а я же, я читаю, а не смотрю. Я все это перечитала, и на выходе потом подошли, там он прихрамывает. И вот ты смотришь на этого львенка, наверное, это львенок, а не большой лев. И вот он стоит, и вот у тебя из сердца изливается поток, а он стоит рядом, он не отходит. Вот когда поток, так же, как я начала говорить, да, поток шел, вот он останавливается, поток, он-то развернулся и пошел. Вот есть люди, которые мимо пройти не могут. И это восхищает. Мимо чего вы пройти не можете в своей жизни. Что точно сделаете. И не нужны будут никакие внешние морковки, пряники, кнуты. Вот найдете этот ответ, это и будет высший смысл и высшая мотивация. Все, дорогие мои, на этом я с вами попрощаюсь. Увидела вопрос, а что, если меня не волнует чьё-то мнение? Вы себе или врете, или опираетесь внутрь себя. Нашли опору внутри себя, тоже хорошо. Почему я не исключаю элемент с враньем? Ну, потому что распространенное явление. Еще раз, вот вранье, оно такое, нечестны с собой, вот. Вранье неправильное слово. Заменяем нечестны. Почему? Потому что надо просто не осознаешь. Вот как на меня этим летом накатывали сознание. Я не могу сказать, что я себя обманывала. Но оно как, это реальное заблуждение, да, и вдруг оно начинает слетать, и ты понимаешь, что, оказывается, ты заблуждался. Это вот и усеченный фокус, и отфильтрование каких-то вещей. И, по сути, да, вранье слово не подходит. Это не сильная честность и неосознанность по некоторым вопросам. Все, дорогие мои, на этом я с вами попрощаюсь. Такое у нас было незапланированное, спонтанное включение, но, как обычно, разговоры на диване. У нас эта неделя просто очень насыщена. У меня сегодня вечером эфир, завтра эфир, послезавтра эфир. Поэтому я подумала, что если я сейчас не выйду, то, опять же, да, энергия рассеется, и я буду сидеть и сожалеть, что я опять ограничена, не могу тогда, когда хочу выходить в эфиры. Кто почувствовал облегчение, я вас поздравляю. Я имею в виду после коридора затмения, да, оно уже ощущается. Вот этот поток. Кто нет, будьте готовы на подходе. Вся эта легкость, волна, то есть как-то пережили мы этот период. Не случайно у нас было, да, празднование дня. Это реально было празднование осеннего равноденствия, что время финалится. Вот я из этого пике уже вышла. Соответственно, если кто-то это не прочувствовал еще, то вот на подходе. И поразмыслите. Система координат, она очень классно отражает многие вещи.
Самое главное вот эта безусловность. Будьте реалистами. Безусловность – это согласованность интегрированной личности со своей душой. Вот тогда там есть интегрированность. Но это значит, что ваша душа направляет ваши мысли, ваша душа смотрит через ваши глаза, и там не будет у вас обидок на мужа, да, там каких-то претензий к людям. Ну, в общем, это вот такие две разные вселенные. Но держать в фокусе, стремиться туда можно и нужно, потому что есть огромное количество людей, которые вот находятся в процессе, пусть не во всех сферах жизни, да, но в процессе перехода, то есть это доступно, это возможно. А если вы в процессе этого, да, очень сильно это расстраивает, и впадения в личность, которые были вот в этом году, прям сильно. Так, вспомнила, кто смотреть будет трансляцию в записи с вас, в обязательном случае комментарий. А то, когда я не прошу, вы не пишете. Все.